Сколько вам осталось до внедрения бережливого производства? От чего же зависит скорость трансформации? Когда вы сможете перейти от ручного к процессному управлению? Можно ли предугадать время реализации комплексной программы трансформации организации? В этом ролике я расскажу о подходе, который позволит в определенной степени ответить на поставленные вопросы. Так что посмотрите его до конца. Здравствуйте, меня зовут Сергей Лити, я эксперт по развитию лидерских навыков. Подпишитесь на канал Лити Про, чтобы быть в курсе новых идей, с которыми я делюсь. Поставьте лайк этому видео, чтобы поддержать канал. И нажмите на колокольчик, и он будет оповещать вас о новинках на канале. Реализация комплексных масштабных программ преобразования, таких как, например, бережливое производство, процессное управление, бюджетирование, цифровизация, такие сложные переходы к самоорганизации, как холакратия, или любые иные комплексные преобразования требуют примерно от 1,5 до 7 лет. И если не брать случаи, когда вообще ничего не получилось. От чего же зависит скорость трансформации? Можно ли на нее повлиять? Как понять, сколько конкретной компании понадобится для перехода на качественно иной уровень управления? Вопрос очень непростой, но мы с вами во всем разберемся. Давайте для начала внесем ясность, как вести отчет времени. Что есть начало и что есть конец. Можно ли измерить нечто, что по большому счету не имеет окончания? Ведь бережливое производство или холакратию невозможно остановить. Это постоянно развивающиеся системы. Давайте внесем ясность. Для рассуждения я буду использовать жизненный цикл проекта по развертыванию комплексного масштабного преобразования. Так, проект имеет фазу зарождения, младенчества, когда формируется концепция преобразования. Уровень компетенции еще не очень велик. Делаются слабые, но очень важные первые шаги преобразования. Затем идет рост активности. Запускается много инициатив, разработок, локальных проектов. Например, если речь идет о бережливом производстве, то мы можем наблюдать в организации запуск проектов улучшения, внедрение проектов по отдельным инструментам бережливого производства, таким как 5S, обучение на производстве, быстрая переналадка, канбан и тому подобное. Обучается все больше людей, появляется опыт и накапливаются организационные компетенции. Если речь идет, например, о внедрении процессного управления, то мы видим, что разрабатываются модели бизнес-процессов, внедряется статистический контроль процессов. Процессная модель реализуется в информационной системе, и тому подобное. То есть происходит активное преобразование организации, исходя из той концепции, которую вы выбрали для себя. Затем происходит этап стабилизации. Если речь идет о бережливом производстве, то мы видим, что большинство потоков охвачено инструментами и проектами по бережливому производству. Создана стабильно функционирующая система управления проектами по развитию производственной системы. Работает конвейер получения и внедрения идей сотрудников. Если рассматривать как пример холакратию, то в организации конституция холакратии работает, структура кругов холонов создана, ролевая модель функционирует, тактические и управленческие встречи проводятся. В общем, все базовые инструменты самоорганизации функционируют. И здесь происходит завершение проекта. Да, проект по развертыванию бережливого производства или перехода к процессной модели управления или холакратии заканчивается, прекращает свою деятельность. Обращаю ваше внимание, что не бережливое производство заканчивается, завершается проект по развертыванию. Это значит, что бережливое производство полностью диффузировало в организацию, стало частью ее рутинных регулярных процессов. Можно говорить о том, что та или иная системная инновация становится частью корпоративной культуры. Реализация проектов по улучшению в бережливом производстве становится частью обыденного ритуала. Вы знаете, возможно даже переход к неосознанным компетенциям, когда сотрудники не осознают, что они используют именно бережливое производство. Для них это очень повседневные, обыденные, рутинные операции. Конечно, такой переход не происходит в один момент. Поэтому завершение жизненного цикла проекта размазано, не имеет четких границ. Так вот, при расчете времени трансформации я буду иметь в виду именно жизненный цикл проекта. Если посмотреть на опыт, то это бывает очень по-разному. От 1,5 до 7 лет. Об этом я уже говорил. Надеюсь, что вам стало более понятно, какое время измеряется. Я вам расскажу о методике расчета времени трансформации, но пока я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео, сделать его репост, если оно вам понравится. Так как же понять,
можно ли ускорить процессы системных преобразований? Сейчас отвечу на все вопросы. Посмотрите видео до конца. Первым фактором, который можно назвать стоп-фактором, то есть если он отсутствует, то вообще нет возможности надеяться на успех. Этот фактор вовлеченных системного лидера. Об этом сказано очень-очень много раз, и модель расчета времени трансформации не могла его избежать. Давайте посмотрим на иллюстрацию. Вот у нас есть наше представление о том, какими мы хотели бы быть, назовем это облако операционного совершенства. Это пока очень слабое представление о том, что компания хочет достичь в области безопасности, качества, скорости процессов и операционных затрат. Так вот, на этой схеме можно вовлеченность системного лидера отразить уголком лидерства. То есть, если лидер игнорирует участие в программе трансформации, то уголок маленький, и наклон нашей дороги уменьшается. Следовательно, время жизненного цикла проекта увеличивается, то есть нам потребуется больше времени. И обратно, если лидер уделяет много времени решению задач преобразования, то у вас угол растет, наклон увеличивается, а время жизненного цикла проекта сокращается. Так вот, этот фактор мы можем оценить через время, которое системный лидер уделяет процессам трансформации. Минимально допустимый уровень, по моему опыту, это 4 часа в месяц. Конечно, очень важно, что в эти 4 часа происходит. Насколько качественно проходит коммуникация. Осуществляется ли реальная поддержка команд преобразования. Насколько лидер сам привержен принципам трансформации. Пока в данном видео мы этот аспект не будем затрагивать, рассматривать. Будем считать, что оказывается качественная поддержка командам преобразования. 4 часа в месяц это очень-очень мало. Я рекомендовал бы вам не менее 16 часов в месяц. Это можно назвать нормальным уровнем вовлеченности. Если вы хотите действительно быстрых преобразований, вам нужно увеличивать и это время, которое я назвал. Второй фактор – ясность целей и плана. Можно назвать его фактором осознанности. Даже если ваш системный лидер будет вовлечен, но цели трансформации не будут отсмартованы, не будут декомпозированы до отдельных подразделений или потоков создания ценности, бизнес-процессов, не будут определены промежуточные вехи трансформации, если не будет поэтапного плана преобразований с ориентацией на расшивку узких мест, скорость перехода будет низкой. Третий фактор – вовлеченность сотрудников. Я назвал бы его фактором мощности. Это ваша человека-силы в вашем двигателе преобразования. Чем их больше, тем ускорение будет выше. Здесь все просто. Очевидно, что если вашу стратегию Lean-трансформации будут реализовывать лишь проектный офис или отдел организационного развития, в котором будут работать 5 человек, у вас будет одно ускорение. Если вам удастся вовлечь в работу, например, 20-30% сотрудников, у вас ускорение будет совершенно другим. Четвертый фактор – наличие в организации необходимого уровня компетенции или экспертизы. То есть, если вы внедряете, например, процессную модель, у вас должны быть отработанные методики, понимание, как это делать. И тогда вы будете встречать меньше трудностей, не будете совершать ошибки при реализации такой комплексной программы трансформации. Я назвал этот фактор катализатор процессов преобразования. Речь может идти как о компетенциях сотрудников самой организации, так и о поддержке внешними консультантами. Итак, у нас 4 фактора. Стоп-фактор, вовлеченность системного лидера, фактор осознанности, наличие четких целей и плана перехода, фактор мощности, вовлеченность сотрудников, фактор катализатор, уровень корпоративных компетенций в области применяемых в трансформации подходов. Можно оценить примерное время проекта по развертыванию системных новаций. Крайние позиции будут выглядеть так. Вы сможете перейти на качественно новый уровень организации за примерно 2-3 года, если ваш системный лидер будет уделять проекту преобразования не менее 16-20 часов в месяц. Стратегия перехода будет сформулирована минимум на 2-3 года вперед. Она будет каскадирована до уровня отдельных потоков или подразделений. Будет четкий план перехода, основанный прежде всего на поиске и расшивке узких мест, обращаю ваше внимание. Если в работу по улучшению вовлечется не менее 20% от всей численности сотрудников. В чем это проявляется? То есть сотрудники подают предложения и участвуют в проектах по улучшению.
При этом уровень компетенции сотрудников будет достаточно высокий. Примерно 5% от вашей среднесписочной численности будут обладать навыками вот тех методов, которые вы разворачиваете на экспертном уровне. То есть, что это значит? Что они могут самостоятельно решать задачи трансформации, реализовывать отдельные локальные проекты улучшения. Хотел бы обратить ваше внимание, что скорость трансформации определяется значением всех факторов и их взаимодействия. Возьмем более длительный срок, 5-7 лет, то факторы должны быть примерно в следующем диапазоне. Системный лидер уделяет проекту от 4 до 16 часов в месяц. Стратегия операционного совершенства не формулируется, и развитие происходит согласно средним и краткосрочным планам. В работу вовлечено от 5 до 20% сотрудников. Экспертным уровнем обладают не менее 1% сотрудников. Исходя из описания факторов, можно прикинуть необходимое время. Безусловно, оно очень ориентировочное. Факторов влияния может быть больше, чем я описал. Например, это может быть общее экономическое состояние компании, существенные финансовые потрясения или, наоборот, открывающиеся возможности могут затормозить или ускорить процесс трансформации. Смена руководства, слияние или поглощение, организационные перестроения – все тоже может влиять на скорость трансформации. Размер компании тоже влияет на время, которое необходимо для системных преобразований. Кстати, я не отмечаю прямой корреляции, прямой зависимости от численности персонала и скорости трансформации. Конечно, она есть, но точно не линейная. Понимание факторов, влияющих на скорость трансформации, позволяет сконцентрироваться на управлении ими, сформировать ожидания по времени, необходимому для эволюционного скачка. Подпишитесь на канал, чтобы поддержать его развитие, поставьте лайк этому видео, сделайте его репост, если вам понравился этот выпуск. Нажмите на колокольчик, и он будет напоминать вам о новом видео. А на этом все. Всем Лина, увидимся!